Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим гренки с печенкой. Готовятся они несложно и очень понравятся всем любителям печени. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим начинку. 300 грамм говяжьей печени нарезаем небольшими кусочками. Предварительно печень нужно хорошо помыть и обсушить бумажными полотенцами. Вместо говяжьей печени можно использовать куриную или свиную. Нарезанную кусочками печень перекладываем в измельчитель. Все измельчаем до однородности. Также печень можно перекрутить на мясорубке. Получившуюся печеночную массу перекладываем в миску. Сюда же насыпаем 3 столовые ложки с горкой отрубей или молотых сухарей. Добавляем 1 желток, 30 грамм мягкого сливочного масла. Солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем и оставляем, чтобы набухли сухари. Теперь подготовим гренки. Французский багет или батон нарезаем ломтиками. Ломтики хлеба выкладываем на противень. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовим гренки примерно 10-15 минут до легкой золотистой корочки. На готовые гренки выкладываем подготовленную печеночную смесь. Она уже достаточно загустела, чтобы не стекать с батона. Этого количества ингредиентов как раз хватает на 1 французский багет. Гренки с печенью выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем приблизительно 15 минут. Также у меня на канале есть и другие варианты бутербродов, смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовые гренки с печенью можно сразу же подавать на стол. Они вкусные как в теплом, так и в холодном виде. По желанию их можно разогреть в микроволновке. Готовятся такие гренки просто, а получаются очень вкусными. Если вам понравились такие гренки с печенью, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.